Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Преступники совершают ужасные злодеяния по различным мотивам. Месть, ревность, корысть, неприязнь. Все факторы перечислить достаточно сложно, и порой становится жутко от того, что убийцы приравнивают цену человеческой жизни к совершенно немыслимому эквиваленту. Например, как в этой истории, к фирменным леггинсам для занятий йогой от известной канадской компании Lululemon Athletica. Любое убийство – жестокое злодеяние, но такой мотив кажется абсолютным безумием. Brittany, comes a point sometimes when we have to break down and get everything off of our chests. You gotta tell us what really happened. I'm telling you. Okay, because I know what really happened. I told you what really happened. Now, what you've done is you've concocted an incredible story that doesn't make any doggone sense. Страшное начало смены. Утро 12 марта 2011 года началось для Рэйчел Уэртли, менеджера магазина спортивной одежды Lululemon Athletica, совсем привычно. Она приехала на работу в торговый центр, который располагался в Бестезде, северо-западном пригороде Вашингтона, и не испытывала никаких дурных предчувствий. Когда женщина подошла к магазину и захотела отпереть входную дверь, то с удивлением обнаружила, что она уже открыта. Впрочем, для тревоги не было оснований. Возможно, что кто-то из коллег пришел на работу раньше нее, или же дверь забыли запереть с вечера, после закрытия. Однако, оказавшись внутри, Рэйчел убедилась, что обе догадки оказались ошибочными. Помещение магазина выглядело устрашающе. Витрины были разбиты, манекены повалены, а одежда и аксессуары в беспорядке разбросаны по полу. Растерянная девушка осторожно попыталась окликнуть кого-нибудь из коллег в надежде, что кто-нибудь из них находится в помещении. Однако в ответ из глубины магазина раздался приглушенный стон. В испуге менеджер магазина выбежала из помещения, чтобы позвонить в службу спасения 911. На улице возле соседнего магазина Apple она увидела своего знакомого Райана. Взволнованная девушка рассказала ему о случившемся и попросила зайти вместе с ней внутрь. Мужчина ответил согласием. Уже через несколько минут Райан пробрался через завалы вглубь магазина, откуда менеджер слышала стоны. Вскоре после шокирующей находки мужчина попросил Рэйчел немедленно вызвать полицию. Прибывшие полицейские увидели на залитом кровью полу отпечатки двух пар обуви разных размеров. В глубине магазина была обнаружена мертвая Джейн Мюррей, одна из менеджеров магазина. В ванной комнате находилась другая сотрудница, Британи Норвуд. Она была связана и пребывала в шоковом состоянии из-за многочисленных порезов по всему телу. Выжившую девушку госпитализировали. Когда ее состояние улучшилось, она рассказала следователям о том, что произошло в магазине. Убийство в магазине Lululemon Athletica. Версия Британи Норвуд. Вечером 11 марта 2011 года Джейн Мюррей и Британи Норвуд последними закрыли смену. Они вышли из магазина в 21:45. Через некоторое время после того, как девушки покинули здание, Британи позвонила Джейн и попросила вновь открыть помещение. Дело в том, что девушка хотела забрать свой кошелек, который забыла после смены, но сама доступ в магазин не имела. Однако Джейн была менеджером, а Британи являлась простой сотрудницей. Пока девушки находились в открытом магазине, внутрь ворвались двое мужчин в черных лыжных масках и темных костюмах.
Они стали домогаться до сотрудниц Lululemon и подвергли их сексуальному насилию. Джейн сильно сопротивлялась, поэтому злоумышленники стали ее жестоко избивать, что в конечном итоге привело к смерти девушки. Британи они также нанесли удары и связали, но ее раны оказались легкими, поэтому ей удалось выжить. Кровавое происшествие встрепенуло весь престижный район Бестезда, в котором находился магазин. Полиция квалифицировала преступление как ограбление, перешедшее в убийство и в покушение на убийство. Впрочем, отрабатывались и другие версии. Одновременно с розыском потенциальных преступников, о которых рассказывала выжившая девушка, были изучены и биографии сотрудников магазина. Джейн Мюррей и Британи Норвуд. Кто они? Джейн Мюррей училась в аспирантуре университета Джеймса Хопкинса и готовилась к получению степени магистра делового администрирования. Именно ради получения опыта Джейн работала в магазине Lululemon Athletica. Коллеги и близкие описывали ее как умного, активного и доброжелательного человека. На момент гибели Джейн Мюррей было всего 30 лет. Британи Норвуд выросла в многодетной семье, в которой на первом месте были труд и образование. Еще в школе она стала проявлять интерес к спорту, а при поступлении в колледж была принята в женскую футбольную команду. Британи играла в ее составе с 2000 по 2003 год, пока разногласия с другими спортсменками не прервали ее карьеру. Хоть девушка и обладала достаточно мирным и веселым характером, но была неоднократно уличена в воровстве. Норвуд стали подозревать в клептомании, неудержимом влечении воровать. По этой причине Британи отчислили с учебы и исключили из команды. После этого Британи переехала к своей сестре в Вашингтон. Там она устроилась работать на ресепшн отеля Уильям Интерконтиненталь. На новом месте девушка показала себя с хорошей стороны и быстро поднялась до менеджера по обслуживанию VIP-гостей. Работа была хорошей, но при этом Британи не оставляла надежды вновь вернуться в спорт. Она подавала заявки на работу в фитнес-студии и спортивные магазины. Однажды на резюме пришел положительный отклик. В результате 29-летняя Британи Норвуд стала сотрудницей спортивного магазина Lululemon Athletica. До страшного происшествия она успела проработать всего 3 недели. Дружеских отношений с Джейн Мюррей к моменту ее гибели девушка установить не сумела. Процесс расследования. В начале расследования у полиции, помимо показаний Норвуд, не было ничего. В розыск были объявлены 2 мужчин. Один ростом около 180, а другой 160 сантиметров. Владельцы магазина Lululemon Athletica присоединились к следствию и объявили о премии в $150 тысяч за помощь в поимке преступников. Тем временем детективы продолжали допрашивать потерпевшую Британи и вскоре обратили внимание на одну особенность. Explain to you guys how it that night played out. Mhm. Prior to him sexually assaulting me and zip tying me, they made me move her car. Okay. I know where her car is. And they seemed to know where it was, where she was parked. Okay. They asked, they said, where are her keys? I have no idea. One of them punched me in my head and made me look through her coat and her bag for them. When I finally found them, they said if I was to pass to anyone and open my mouth, I can consider myself dead. And that one of them would be watching the entire time. I remember seeing a cop and I was just too scared to even flag him down, do anything. And how did you fall onto Jaina? I mean, were you on your hands and your knees or straight down, face down? On my knees. Okay. Were you straddling her or were you actually physically like pancaked on top of her or what? He pushed me on her. He touched her head. You touched her head? With what? And it slid to the ground. Okay, so
Your hands got the blood on either side of her? Yes. Okay. I know it's hard. And blood all over. You had blood all over you? And then what? And what, did he say anything to you when he pushed you down? It's my fault. Okay. This is because of you. Показания девушки отличались поразительной детализацией. Например, она подробно описала, как один из преступников использовал вешалку от одежды, чтобы разорвать ее брюки в области промежности. Между тем, врачи, проводившие освидетельствование, категорически отрицали факт сексуального домогательства или контакта. Позже полицейские сняли отпечатки пальцев Британи, а также взяли образцы волос для анализа ее ДНК. Дело в том, что в машине Мюррей были найдены частицы генетического материала, не принадлежавшего погибшей. Обнаруженная ДНК совпала с данными Британи. Это было очень неожиданно, ведь ранее она утверждала, что даже не знает, какой у Джейн был автомобиль. После этого Британи рассказала, что преступники велели ей отогнать машину Джейн, поэтому внутри машины погибшей было обнаружено ее ДНК. Автомобиль был найден в 3 кварталах от магазина. Вновь в показаниях проявилась поразительная детализация. Девушка рассказала, что ей пришлось даже обогнать полицейский автомобиль. Но почему же Британи не воспользовалась случаем позвать на помощь или сбежать? Потерпевшая объяснила это боязнью мести преступников, ведь насильники отобрали у нее документы и могли посмотреть адрес проживания девушки. Вскоре было получено свидетельство судебно-медицинской экспертизы ран Британи. Специалисты доказали, что кровь из ссадины на лбу девушки стекала вниз. Получалось, что Британи долгое время находилась в вертикальном положении, а не лежала в ванной, когда ее нашли. Это была не единственная несостыковка фактов с показаниями жертвы. У полицейских появились сильные сомнения в правдоподобии рассказанной истории. Услышав об этом, Британи стала собираться домой, ссылаясь на расстройство и усталость. Однако детективы не стали больше медлить и предъявили Норвуд обвинение в умышленном убийстве. Убийство в магазине Lululemon Athletica. Версия следствия. Brittany, comes a point sometimes, and we have to break down and get everything off of our chests. You gotta tell us what really happened. I'm telling you. Okay, because I know what really happened. I told you what really happened. No, what you've done is you've concocted an incredible story that doesn't make any doggone sense. No. With the injuries that you have, they're self-inflicted. Yeah, they're self-inflicted. You did this to yourself. It's incredible that you want me or anyone to believe that you're lying like this overnight, haven't moved, okay? That's posed. Nobody in the world is going to believe this story. No one. He doesn't believe it. My boss doesn't believe it. When I tell your brother and your sister, they ain't gonna believe it. And your mother and your father, they're gonna say, bullshit. Can I go home? In a little bit, but how did it start? Come on, let's get this over with. Come on, baby, let's get this over with. Nah, Listen, I don't know if I can let you go. You need to tell me right now. Did you do it? Chrissy, I just want to go for Brittany, a I'm walk. not gonna let you go. But you need to tell me so I know how to talk to these guys. Because if you did, we have to get you a lawyer to defend you. And it's gonna be a media storm. You need to tell me right now if you did. I just don't want to talk about it here. Подробности следствия сохранялись в тайне от любопытствующей публики вплоть до самого суда. Процесс состоялся спустя 7 месяцев после совершения преступления. На нем семья убитой Джейн Мюррей и вся общественность наконец-то узнали ужасные подробности жестокой расправы, произошедшей в ту роковую ночь. Как удалось установить следствию, никаких мужчин в лыжных масках в магазине не было. Джейн Мюррей перед выходом проверила сумочку Британи. Это действие обязательно для
для менеджера. Так было предписано правилами компании. Внутри она обнаружила леггинсы, которые, судя по всему, сотрудница магазина пыталась украсть. Мюррей, действуя по инструкции, позвонила управляющему магазином, чтобы разобраться в ситуации. Ей ответили, что вопрос будут решать утром. Джейн закрыла магазин, но вскоре Норвуд попросила менеджера вновь его открыть. К несчастью для Джейн, звонок сотрудницы, которую она совсем недавно поймала на краже, и просьба отдать оставленный там кошелек, было лишь уловкой, чтобы заманить ее обратно в помещение. Полицейские обнаружили как минимум 8 предметов, которые Норвуд использовала для расправы над Мюррей. Среди орудий преступления были молоток, гаечный ключ и даже подставка для манекена. Мэри Риппл, заместитель главного судмедэксперта штата Мэриленд, сообщила присяжным, что голова и тело Джейн Мюррей были сильно изранены и покрыты порезами. Роковой удар, который в конечном итоге убил девушку, вероятно, был нанесен ножом или металлическим прутом. Норвуд нанесла его по задней части шеи жертвы. В результате ранения у Джейн был поврежден спинной мозг. «Эта область мозга очень важна», – заявила Риппл. «После этого жертва бы не прожила очень долго. У нее не было бы возможности совершить какое-либо движение, чтобы защитить себя». Тело Мюррей было настолько изуродовано, что родным пришлось хоронить ее в закрытом гробу. Совершив убийство, Британи постаралась обеспечить себе алиби, создав эффект присутствия посторонних людей. Она отогнала машину Джейн за несколько кварталов от магазина, а свою на близлежащий фермерский рынок. После этого Норвуд вернулась и инсценировала нападение и ограбление. Девушка устроила в магазине настоящий погром, раскидала манекены, разбросала одежду, вешалки и аксессуары, разбила витрины, забрала деньги из кассы. Для отпечатков обуви она взяла обувь из магазина и, окунув ее в кровь жертвы, оставила повсюду следы, одни большие, другие поменьше. После этого Британи нанесла себе порезы, перетянула лодыжки и запястья стяжками, молниями и легла в ванную, дожидаясь утра и появления персонала. Поразительное хладнокровие, не правда ли? Приговор. Дело Британи Норвуд рассматривалось в январе 2012 года судом присяжных. Ей вменили убийство первой степени за умышленное лишение жизни. Адвокаты преступницы с этим обвинением не согласились. Защита настаивала, что произошло непреднамеренное убийство второй степени. По утверждениям адвокатов, Британи Норвуд убила коллегу, находясь в состоянии аффекта. Адвокат защиты Дуглас Вуд заявил: «В тот день между Джейн Мюррей и Британи Норвуд ничего не происходило. Отсутствие мотива указывает на то, что убийство не было преднамеренным. Это не преступление по мотиву, это преступление на почве страсти». Присяжные не поддались на уловки защиты. По словам одного из присяжных, «Я спросил, кто считает, что это первая степень?» Все просто подняли руки. Для вынесения приговора суду присяжных понадобилось всего 21 минута. Обвинение в убийстве первой степени осталось неизменным, но мотив столь жестокого преступления так и не был определен. Возможно, Британи действительно страдала клептоманией, и это вызывало у нее тяжелые психологические переживания. Тем более, что у девушки уже были неприятные разбирательства по поводу ее странной наклонности. Семья погибшей Джейн, которая присутствовала в суде, настаивала на исключении возможности условно-досрочного освобождения. «Жизнь без условно-досрочного освобождения – это моя просьба», – сказала мать жертвы Филлис, прося максимально суровый приговор. «Убийца моей дочери никогда больше не сможет ходить по улицам как свободный человек», – произнес Дэвид, отец жертвы. «Я знаю, что бы я ни сказала, это не избавит от боли потери Джейны», – призналась Британи Норвуд. «Мне искренне жаль». Однако в искренность убийцы семья погибшей не поверила. Вынося самое строгое наказание, какое только возможно, судья Роберт Гринберг охарактеризовал преступление Британи Норвуд как хладнокровное, преднамеренное и злонамеренное убийство. Судья сказал, что за всю свою карьеру он может вспомнить, наверное, 2 преступления, которые по жестокости могут сравниться со случаем Британи Норвуд, убившей Джейну Мюррей в магазине Lululemon.
Требования семьи погибшей были учтены и приняты. В ноябре присяжные округа Монгомери признали Норвуд виновной в убийстве первой степени. В апреле 2015 года защита Норвуд подала на апелляцию. В ней утверждалось, что допросы подсудимой проводились ненадлежащим образом, поэтому необходимо возобновление рассмотрения дела. Однако постановлением специального апелляционного суда штата Мэриленд просьба о проведении нового судебного процесса была отклонена. Главный прокурор штата Монгомери заявил, что доказательства вины Британи Норвуд были неопровержимыми. На этом закончились все попытки апелляции. Ни адвокаты, ни их подопечные не предпринимали больше никаких действий. Британи Норвуд по сей день отбывает наказание в исправительном учреждении для женщин в Джессопе, штате Мэриленд. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, из-за чего на самом деле Британи Норвуд расправилась с Джейн Мюррей? Почему менеджер не насторожилась, когда сотрудница, увлеченная ею в краже, заявила о необходимости вернуться в магазин за якобы забытым кошельком? Неужели Джейн действительно не могла почувствовать злой умысел Британи и тем самым избежать своей смерти? Делитесь своим мнением в комментариях, но перед этим не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не упустить новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.